Тимбукту. Наследие Мансы Мусы. Золото, вера и знания. Представьте себе город, затерянный в песках Сахары, где караваны, нагруженные золотом, солью и манускриптами, пересекают бескрайние пустыни. Город, который в средние века был богаче и просвещеннее многих европейских столиц. Это Тимбукту, жемчужина Западной Африки, символ могущества империи Мали и наследие самого богатого человека в истории – Мансы Мусы. Сегодня мы отправимся в путешествие по этому легендарному месту, чтобы раскрыть его тайны, понять, как один человек изменил ход истории и почему Тимбукту до сих пор волнует умы ученых, путешественников и мечтателей. Это не просто рассказ о прошлом, это размышление о том, как богатство, вера и знания могут создавать цивилизации, которые переживают века. Золотая империя Мали. Рождение легенды. Чтобы понять Тимбукту, нужно начать с империи Мали, которая в XIII-XIV веках была одной из самых могущественных держав мира. Мали раскинулась на огромной территории, от Атлантического океана до границ современной Нигерии. Ее богатство строилось на контроле над золотыми приисками Западной Африки. В те времена Европа переживала Средневековье, а в Мали уже чеканили золотые монеты, строили грандиозные мечети и создавали библиотеки, которые могли соперничать с лучшими собраниями Востока. Во главе этой империи в 1312 году встал Манса Муса, чье имя переводится как «царь царей». Ему было около 30 лет, и он унаследовал трон от своего предшественника, который, кстати, отправился в экспедицию через Атлантический океан и пропал без вести. Но это уже другая история. Муса оказался не просто правителем, а визионером. Он не только укрепил экономику и расширил границы, но и сделал Мали символом просвещения. Историки оценивают его состояние в современном эквиваленте в $400 миллиардов, больше, чем у современных магнатов вроде Илона Маска или Джеффа Безоса. Но богатство Мусы было не только в золоте. Оно было в его амбициях и стремлении оставить след в истории. Самый известный эпизод его правления – это хадж, паломничество в Мекку в 1324 году. Это событие стало легендой, которая разнесла славу Мусы и Мали по всему миру. Представьте себе караван из 60 тысяч человек. Воины, слуги, купцы, ученые, а впереди сам Манса Муса, окруженный 500 носильщиками, каждый из которых держал золотой посох весом 6 килограммов. Караван вез 12 тонн золота, и Муса щедро раздавал его на своем пути в Каире, Медине, Мекке. Его щедрость была так велика, что в Египте началась гиперинфляция. Рынок просто не справился с таким количеством золота, и цены взлетели. Экономика Каира восстанавливалась больше 10 лет. Этот эпизод показывает не только богатство Мусы, но и его мировоззрение. Для него золото было не целью, а средством для достижения величия. Тимбукту – интеллектуальная столица мира. Вернувшись из Мекки, Муса привез с собой не только славу, но и идеи. Он был глубоко верующим мусульманином, и его хадж укрепил его решимость сделать Мали центром исламской культуры. Тимбукту, небольшой город на краю Сахары, стал его главным проектом. Почему именно Тимбукту? Все дело в его уникальном положении. Город стоял на перекрестке транссахарских торговых путей, соединяя Северную Африку с саваннами и тропическими лесами юга. Здесь встречались караваны, везущие соль из пустыни, золото из приисков, слоновую кость, специи и, что самое удивительное, книги. Манса Муса вложил огромные средства в развитие Тимбукту. Он финансировал строительство мечетей, медресе и библиотек, которые сделали город интеллектуальной столицей исламского мира. Самый известный памятник той эпохи – мечеть Джингуэребер, построенная в 1327 году. Это здание, выполненное в судано-сахельском стиле из глины и дерева, до сих пор стоит в Тимбукту и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее архитектура – это не просто функциональность, а философия. Стены, которые кажутся простыми, на самом деле скрывают сложные инженерные решения, позволяющие зданию выдерживать экстремальную жару и песчаные бури. Еще более впечатляющим был университет Санкоре, не просто учебное заведение, а настоящий центр знаний. В XIV-XV веках в Санкоре учились десятки тысяч студентов,
а библиотека университета хранила сотни тысяч рукописей. Эти манускрипты – настоящее сокровище. Они охватывали все – от исламской теологии и права до астрономии, математики, медицины и даже поэзии. Например, в одной из рукописей описаны методы лечения катаракты, которые опередили европейскую медицину на столетия. Другая рукопись – Тарих ас-Судан, история Судана, подробно описывает историю Западной Африки, давая нам бесценные сведения о жизни той эпохи. Тимбукту стал магнитом для ученых со всего мира, от Дитер-Марокко до Персии. Здесь работали астрономы, которые составляли звездные карты, юристы, которые разрабатывали сложные правовые системы, и поэты, чьи произведения передавались из поколения в поколение. Город был своего рода африканской Александрией, где знания не просто сохранялись, а множились. Интересно, что в Тимбукту существовала целая индустрия переписывания книг. Семьи ремесленников специализировались на создании манускриптов, украшая их изысканными каллиграфическими узорами. Эти книги были не только источником знаний, но и произведениями искусства. Торговля как основа могущества экономика Тимбукту была не менее впечатляющей, чем его интеллектуальная жизнь. Город был центром транссахарской торговли, сложной сети маршрутов, которая связывала Африку с Европой и Ближним Востоком. Самыми ценными товарами были золото и соль. Золото добывалось в южных регионах Мали, а соль – в соляных копях Сахары, таких как Таоденни. В средние века соль ценилась на вес золота, потому что она была жизненно необходима для консервации пищи в жарком климате. Манса Муса понимал, что торговля – это не только экономика, но и власть. Он создал централизованную систему управления, которая обеспечивала безопасность караванов. Его армия патрулировала пустынные маршруты, а суды разбирали торговые споры. Муса также ввел золотую валюту – динары, которые стали стандартом в регионе. Это была одна из первых попыток создать унифицированную денежную систему в Африке, и она сделала Мали экономическим гигантом. Но торговля в Тимбукту была не только материальной. Город стал рынком идей. Купцы, ученые и паломники обменивались знаниями, привозя с собой рукописи, технологии и культурные традиции. Например, именно через Тимбукту в Западную Африку пришли арабские цифры, которые позже распространились в Европе. Этот обмен сделал город космополитичным. Здесь говорили на арабском, сонгайском, бамбара и других языках, а мечети и рынки были местом встречи разных культур. Упадок и борьба за наследие. К сожалению, Золотой век Тимбукту не был вечным. После смерти Мансы Мусы в 1337 году империя Мали начала слабеть. Его наследники не смогли удержать единство государства, и внутренние конфликты подорвали его мощь. В 15 веке на смену Мали пришла империя Сонгай, которая на время сохранила величие Тимбукту. Но в 1591 году город был захвачен марокканской армией, которая разграбила его библиотеки и угнала ученых в Фес. Это стало тяжелым ударом, от которого Тимбукту так и не оправился. К XIX веку город превратился в тень своего былого величия. Европейские колонизаторы, захватившие Африку, не видели в Тимбукту ничего ценного. Для них это был просто пыльный городок в пустыне. Но местные жители сохранили его наследие. Семьи Тимбукту веками прятали рукописи в сундуках, закапывали их в песке или передавали из поколения в поколение. Эти манускрипты – настоящее чудо. В 2012 году, когда джихадисты захватили Тимбукту и начали уничтожать исторические памятники, местные жители организовали тайную операцию по спасению рукописей. Они вывезли около 350 тысяч манускриптов на лодках и грузовиках, рискуя жизнью. Эта история не только о прошлом, но и о том, как люди готовы защищать знания даже в самые темные времена. Сегодня Тимбукту – это небольшой город в Мали, который борется с бедностью, конфликтами и изменением климата. Но его слава не угасла. ЮНЕСКО признала Тимбукту объектом всемирного наследия, а ученые со всего мира работают над оцифровкой рукописей, чтобы сделать их доступными для изучения. Эти документы раскрывают нам не только историю Африки, но и ее вклад в мировую цивилизацию. Например, рукописи показывают, что в Тимбукту изучали астрономию задолго до Галилея, а местные врачи проводили сложные хирургические операции. Богатство, которое живет в веках. Так что же делает Тимбукту и Мансу Мусу такими особенными? Их история – это напоминание о том, что истинное богатство измеряется не только золотом,
но и тем, что ты оставляешь после себя. Муса мог бы тратить свои богатства на роскошь или войны, но он выбрал знания, веру и культуру. Он построил не просто империю, а цивилизацию, которая повлияла на весь мир. Тимбукту стал символом того, что Африка в средние века была не периферией, а центром глобальной истории. Когда мы говорим о Тимбукту, мы часто романтизируем его как город в песках или мираж в пустыне. Но это не мираж, это реальность, которая продолжает вдохновлять. Рукописи Тимбукту – это не просто старые книги, а доказательство того, что знания могут пережить войны, упадок и забвение. Мечети города, несмотря на трещины в глиняных стенах, все еще стоят, напоминая о величии прошлого. И, возможно, самое важное – история Тимбукту учит нас, что цивилизация строится не на богатстве, а на стремлении к чему-то большему. Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами, от изменения климата до культурных конфликтов, Тимбукту напоминает нам о ценности знаний и диалога. Манса Муса, человек, который жил 7 веков назад, показал, что один лидер с ясным видением может изменить мир. И кто знает, возможно, где-то в песках Сахары все еще спрятаны рукописи, которые ждут своего часа, чтобы рассказать нам новые истории о золотом веке Африки. Спасибо, что отправились в это путешествие со мной. Если вам интересно узнать больше о Тимбукту, Мансе Мусе или других забытых цивилизациях, напишите в комментариях, и мы продолжим раскрывать тайны истории вместе.